Всем привет, с вами Андрей Паровар. Давно хотел начать такими словами парную беседу, но как-то не получалось, не было подходящего гостя. Но сегодня начну, как я хотел. And now, ladies and gentlemen, сегодня у меня в гостях Петр No Mercy Ян! Идемте его встречать. Петр, привет. Приветствую, приветствую. Рад тебя видеть. Наконец-то ты до меня добрался. Добро пожаловать. Спасибо большое. Проходи и приступим. Петр, очень рад тебя видеть у себя в гостях. Спасибо. Неожиданно мы здесь оказались, но я думаю, что будем довольны. Я уверен. Я сделаю все, чтобы ты был максимально своими ребятами доволен, чтобы это времяпрепровождение, оно вам запомнилось надолго. У меня первый вопрос, так как мы с тобой очень похожи в целеустремленности. Как ты в целом пришел в большой спорт? То есть что тобой двигало? Переехал в город и с деревни, и этого всего, так скажем, не было. И когда это все увидел, спорт, как занимаются, чем можно заниматься, энергии было всегда много. И максимально вообще начал заниматься всем этим ремеслом. Вчера смотрел топ твоих побед, вот, это, конечно, очень впечатляет. И вот первая мысль, которая возникает, что движет человеком, откуда он берет такое количество энергии и как это вообще получается? Ну, во-первых, движет желание. Желание всегда было быть лучшим, достичь чего-то в жизни самостоятельно, своим трудом, реализоваться. Вот. И по сей день, чем выше ты, так скажем, забираешься, ты понимаешь, у тебя больше ответственности, тебе приходится еще больше трудиться, работать, чтобы отстаивать свои позиции и не потерять то, что ты имеешь. Да, залезть на гору — это одно, а вот устоять Держаться, на этой горе, да, это значительно сложнее. То есть ты, получается, такой пахарь. Можно сказать, да, потому что пришел к этому благодаря, так скажем, большой работе, большой самоотдаче. Как и везде, в принципе, в любом деле, если ты будешь пахать, трудиться, то чего-то определенно ты достигнешь. Была ли какая-то поддержка, вот, чтобы какой-то вот пьедестал, с которого ты рванул и полетел вперед? Вверх? Ну, определенно меня заметили люди, мне помогали люди, знаете, и тут такой момент, что поддержка, она необходима, и когда она есть, конечно, гораздо проще, можно и легче достичь какого-то результата. Разные были моменты в жизни. Бывало такое, что не было никакой поддержки, и там приходилось и подрабатывать где-то, и заниматься, так скажем, попутно. Чем ты, так скажем, становишься популярнее, известнее, у тебя появляются какие-то там спонсоры, появляются какие-то уже мысли в голове, и легче уже движение происходит. Как к твоей деятельности относятся твои братья, сестры? Ты из многодетной семьи, из большой, да, многодетной семьи. Да. Как к этому относятся твои братья, сестры и родители? Все давным-давно уже поняли, что это мое дело, что оно у меня получается. Я хозяин своей жизни. Понятно. Ну, правильно. Вернемся вот к спорту. Какой был самый сложный и какой был самый запоминающийся бой? Я прям так не скажу. У меня есть такие пару поединков в жизни, которые были, которые поменяли, так скажем, мою карьеру, мировоззрение. Это титульный бой у меня был в ACA, когда я дрался в 2016 году, в 2017 году. На сегодняшний день самый такой важный момент — это бой за пояс чемпиона UFC. Тоже такие прям очень важные моменты, так как вообще титульный бой — это всегда огромная ответственность, огромные переживания вообще по этому поводу, что вроде как ты проделал огромную работу, пришел к этому, и сейчас вот самый тот момент, когда нужно завершить дело. Я когда смотрел твой бой за пояс, мне показалось, что ты изначально был на 100% уверен в своей победе. Это так? Или все-таки какие-то сомнения были? Потому что ну ты прям настолько вот был заряжен, и ни грамма сомнения в твоих глазах, просто машина. Или же все-таки вот было такое, что
непонятно, что будет, как и чего. Это большой спорт, это профессиональный спорт, и я знаю, что всякое может быть, да. Опять же, ты выходишь туда, ты настроен только на победу. Я думаю, что если ты не уверен в своих силах, не настроен на победу, то нет смысла туда выходить. Конечно, я настолько все визуализирую, все себе представляю вот эту картину, что я побеждаю, что поднимают мне руку, там, выигрываю я этот титул. Я об этом думал, представлял, и так получилось. К чему ты сейчас стремишься? То есть вот какая твоя следующая ступень? Что бы ты хотел? Что ты сейчас визуализируешь в своей голове? У меня еще определенно есть несколько лет работы профессиональной. Нужно потрудиться, собраться, чтобы в дальнейшем можно было, так скажем, как-то перейти на какую-то другую ступень жизни и реализоваться в другом каком-то направлении. Вот, об этом я думаю сейчас, безусловно. Сколько сейчас вот у тебя времени занимают тренировки? То есть это большая часть времени или нет? То есть вот насколько ты сильно сейчас уделяешь этому времени? Ну, вообще профессиональная, так скажем, вся тематика, если ты профессиональный спортсмен, то ты этим обязан жить. Если ты не будешь жить, если ты будешь рассеиваться, там, пытаться заниматься попутно еще какими-то делами, то, возможно, не будет результата ни там, ни там. Поэтому я сфокусирован на спортивной карьере максимально сейчас. Конечно же, есть такие у нас этапы профессиональные, там, подготовка к поединку, межсезонье, еще что-то. Вот сейчас у нас такое межсезонье, где мы поддерживаем форму и ждем, так скажем, своего часа, ждем определения дат, время, место, и уже из этого начинается подготовка усиленная. Я читал то, что ты занимался в том числе и тяжелой атлетикой. 10 дней занимался тяжелой атлетикой, да. 10 дней? Да. 10 дней занимался тяжелой атлетикой. Может, меньше даже. Когда мне тренер сказал купить там экипировку, я пришел, тогда с отцом мы жили 3 года. Отец мне сказал, вот кеды бери, иди на футбол, там не надо никакую экипировку. А тяжелая атлетика что? Ну, как бы штанга классическая? Ну, я не знаю даже, вот что там было бы. Ну, да, какой-то пауэрлифтинг, или как это называлось. Пауэрлифтинг, да. ага. Штанга там. Да, я как раз занимаюсь пауэрлифтингом, мне просто очень интересно. То есть, если, например, у меня неопрофессионального спортсмена идет в среднем там 4-5 тренировок в неделю, то я почему и спросил, да, сколько времени занимает. То есть я не представляю, сколько у тебя занимает. Не, у нас ежедневно, если каждый стабильно тренируешься, да, ежедневно 2 тренировки, если подготовка идет. Так, ежедневно все равно какую-то работу делаем. То есть ты постоянно, вот, ну, как ты говоришь, постоянно в движении, да. Постоянно в движении. Без штанги, но в движении. Да. Помимо спорта, есть какие-то хобби, увлечения, которые вот тебе нравятся? Помимо спорта очень нравится такой здоровый досуг, именно какие-то развлечения, связанные с экстримом, со спортом, с каким-то адреналином, это и на чем-то поездить, и там, не знаю, вообще природа, съездить на природу, в горы куда-то, не знаю, там купание, парение в банях. Это все мы очень любим и поддерживаем. Ну, я думаю, что вот именно поэтому мы здесь, собственно, с тобой и сидим, потому что очень сильно пересекается, перекликается это все. Да, мне вообще за баню рассказал наш друг, что есть такие-то, такие-то бани, есть такой-то человек, Андрей, там, который парит, долгое время занимается этим, вообще знает, так скажем, все это ремесло. Насколько я знаю, насколько я читал, твоим кумиром изначально был Костя Дзю, это так? Ну, я занимался боксом, да, долгое время, и мне нравился он как личность, как боксер, как вообще человек, как нашел свой путь, так скажем, реализовался. Ты общаешься с Костей? Было неожиданно, что, я говорю, вот в детстве я там смотрел его, да, он был моим кумиром, а прошло какое-то время, я смотрю, мне звонит Костя Дзю, да, там пропущенные звонки, кто мне звонит, оказывается, это Костя Дзю звонит, представляете. Было тоже так очень интересный такой момент. Мы не то что общаемся, но он знает меня, я знаю его. Что баня для тебя, вот, играет ли она какую-то роль в твоей жизни? Баня для меня это в первую очередь это восстановление. Для спортсмена важно восстановление, это баня, массаж. Я считаю, что это те народные способы, которые одни из самых лучших были, есть и будут. Поэтому баню мы любим, обожаем и ходим в баню. Ты вырос в деревне. Была ли там своя баня? Да, конечно, была своя баня дома. Каждые выходные парились. Классическая или, может быть, какая-то специфическая, не знаю, там, по черному, по белому? Нет, классическая баня была. Классическая баня. Да. Я был маленький еще, поэтому черная по белому, там до этого еще не доходил. Может быть, ты помнишь свой первый поход в баню? С кем ты пошел? Кто тебя вообще в целом пригласил в баню? И когда ты ее полюбил?
Не, ну в баню вообще начал ходить с детства, там, с лет с 5, наверное, с 4, наверное, с отцом. С отцом? Да, в молодости, ну, в детстве, получается, также приучал к бане, ходили в баню, парились, купались в бане. Конечно, когда стал взрослее, осознаннее уже понимал, что баня — это мощь. Ты сейчас своих детишек к бане приучаешь? Да, конечно, баньку стараюсь брать. Нравится? Ну, не то чтобы нравится, но я думаю, что понравится. А у меня есть ролик, называется «Как правильно парить детей». Он не длинный, довольно-таки короткий. Очень многие, не понимая, взрослые, вообще, что такое баня, делают так называемую банную травму. Поэтому спросил, нравится или нет. Вот ребенку очень важно, чтобы баня нравилась. Его надо очень правильно приучать к бане, чтобы он там получал удовольствие. Потому что, например, я тоже, когда там меня привели в баню, я помню, что мне говорили: терпи, сиди, это классно, это хорошо. Но в итоге я думал, блин, когда же я отсюда там выйду, и когда же И это больше всё не дело, зайду, да? да, закончится, и при возможности я там, соответственно, больше туда, ну, заходить не хочу. Но так как это было каждые выходные, я просто там к этому привыкал, грубо говоря. Вот. А желательно прививать детям любовь к бане вот именно через любовь, чтобы они сами туда хотели идти, чтобы они понимали, что там комфортно, мягонько, хорошо, и там не хочется им оттуда убегать. Ну да, в этом плане, да, привить любовь к детям сложно, надо уметь это делать, надо посмотреть. У нас так получается, что мы, если паримся, баня всегда такая растопленная, жаркая, и не каждый ребенок там может посидеть, и иногда его надо вот давай там до 100 считаем сына. Ага. Все, вот он там сидит, вот до 100 Через считает. преодоление, да. Папа, ну все уже там, сколько еще, знаешь, там еще давай до 50. Сам при какой температуре любишь париться? По-разному, мы паримся по-разному. Пожарче, когда понимаешь, что какой-то прогревательный эффект идет. Если нету веников, там нету, кто может прогреть тщательно, качественно, то за счет жары, за счет поддавания, так скажем, пара, пытаемся прогреваться, пропариваться самостоятельно. Вот у меня есть друзья, футболисты, хоккеисты, которые говорят о том, что после тренировок они садятся в бочку со льдом. Мгм. То есть не в баню идут, да, а именно садятся в бочку со льдом. А у вас как? То есть после тренировок есть такое вот, что, например, там какой-то холод или наоборот там сходить там в баню, в сауну? Да, у нас есть тоже такие способы восстановления. Это и криосауны, и лед также мы насыпаем. У нас есть, тоже паришься, там, в лед залазишь. Есть так, что я там и без бани просто засыпал ванну льда и залазил туда там на 2-3-5 минут. Потому что бывает, что настолько перегружается тело, там вообще вся ткань мышечная, что думаешь, как вообще себе помочь, чтобы вообще снять вот эту всю кислоту, как-то выгнать вот эту, да, молочку. Но вот ты бы какой дал совет нашим зрителям? Все-таки после тренировки выбрать там условно лед, либо выбрать баню? При хорошем раскладе нужно сочетать это, чтобы была и баня, и лед, чтобы и погреться хорошо, и потом вот этот контраст такой, чтобы был, и для сосудов тоже это полезно. Все нужно делать в меру и правильно, чтобы также не навредить здоровью. Есть ли какие-то традиции вот перед боем, которые ты соблюдаешь для того, чтобы он был успешным и чтобы ты уверенно вышел на ринг? Но самое важное для меня это вот в определенные дни подготовки окружить себя теми людьми, с которыми тебе будет комфортно, с которыми ты чувствуешь себя как дома, да? Это очень важно. И когда появляются там незнакомые люди, ты чувствуешь, что нету какой-то взаимосвязи там, знаешь. И это очень важно. Первое, это чтобы все было правильно организовано. Второе, это в последние крайние дни максимально такое спокойствие, потому что ты уже аккумулизируешь энергию, стараешься не растрачиваться там. И все равно, когда находишься с теми людьми, которых ты знаешь, которые тебя знают, вот это вот какие-то взаимошутки, какие-то моменты, они все равно как-то дополняют где-то, какие-то вот настроения там поднимают, еще что-то. Ну, то есть такая командная работа. Да, это вот с такой близкими идет людьми. такой баланс вот обмена энергией, так скажем. Здорово. У тебя накоплен колоссальный опыт. Собираешься ли ты его кому-либо передать, как тренер? То есть планируешь ли ты тренировать ребят? Вообще, конечно же, по мере возможности я очень хочу делиться своими знаниями с молодым, с подрастающим поколением, с детишками. Это, я думаю, что для них тоже большая мотивация. Вот. По поводу быть тренером,
Я считаю, что это такая деятельность, которой нужно жить. Ты должен жить этим реально, отдаться полностью. Пока я не готов быть тренером, и об этом, честно сказать, и не думал даже. Вот. Но, безусловно, чтобы открыть какой-то свой зал, свою какую-то академию, еще что-то, такие мысли проскакивают. И когда будет эта база, безусловно, я буду там, возможно, ежедневно. Чем больше я буду завязан в этой сфере, тем больше я буду отдавать ей, правильно? Давай сделаем на этой базе хорошую баню. Сделаем обязательно, на базе будет баня, 100%. Правильно. Баня, массаж, Да, все будет бомба. да. Ну что, предлагаю перейти к нашим процедурам. Вот. Мне бы очень хотелось бы начать и поменять твое представление о бане. Да, надеюсь, что получится это сделать. Поменяется ли оно? Посмотрим, посмотрим. Потихонечку, не спеша просыпаемся. Как самочувствие? Нам очень важно остаться в этом состоянии до самого конца. Состояние максимальной осознанности, состояние полного понимания своей души, чувствования своего тела, состояние гармонии, состояние единения с природой, с этим миром. Какие ощущения, какие впечатления? Но ты глубоко прям улетел.
Как самочувствие? Самочувствие отличное. Как все прошло? Поделись. Ну, я думаю, что стоит попробовать каждому пройти такую процедуру. Ведь реально каждый банщик, каждый парильщик, у каждого своя методика, у каждого своя специфика парения, свои фишки какие-то там, охлаждения, еще чего-то. Но в целом все очень круто. Было ли что-то, что особенно понравилось или запомнилось? Но очень круто, когда парят, тут же обливают холодной водой. Такой Контрасты. контраст такой. Мгм. Купель сама после бани тоже выходишь, когда тоже очень люблю это все вообще эти процессы, когда организм попадает в такие стрессовые моменты. А здесь, как на качелях, удалось отключиться? Но здесь уже я не уснул, я как бы так максимально отключился. И просто я понимал, что я сейчас лежу в лесу. И вот эти все слова там, что ж твое напутствие представить, там, силу там тела, силу вообще земли, воздуха, солнца. Я визуализировал, впитывал эту мощь в себя. Класс. Удалось ли мне хоть немного поменять твое представление о бане? Безусловно, безусловно, у каждого, я еще раз повторюсь, своя методика. У нас не получается так вот основательно прийти, там, 2-3 часа посвятить себе там парение, так как приходишь всегда команда с ребятами, всегда время так пропариться оперативно, так скажем, знаешь, там максимально час, полтора-два времени. Как бы ты, да, так максимально отключаешься, разгружаешься и получаешь такое, так скажем, удовольствие именно от парения, от бани. То есть не только физиологическое, но и духовное, получается? Да, я думаю, что даже больше вот именно вся подача, вся вот атмосфера, она так тебя изначально, да, подготавливает и к моральному, и к физическому такому расслаблению, чтобы прям окунуться во всю эту атмосферу. Ну, то есть перезагрузка небольшая произошла? Да, в понедельник, завтра начинается рабочая неделя. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Петр, я благодарю тебя за то, что ты приехал. Был рад тебя видеть. Буду рад видеть тебя снова, когда нужна тебе будет перезагрузка. Приезжай в гости. И легкого тебе пара. Большое спасибо. Я тоже был рад посетить ваше место, вашу баню. И получил отличное, так скажем, восстановление и удовольствие от парения. Благодарю. Спасибо. Благодарю. С вами был Андрей Паровар. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, и вы узнаете все секреты пара от Паровара. Пока!